hypocrite. Учусь рисовать. Скажите, пожалуйста, как ощущать форму в пространстве? Начать лепить ее, например. Возьмите пластилин и попробуйте лепить любую форму. Вы просто будете ощущать ее трехмерность. Ну, как говорят, что рисуете глаз, ощущаете затылок, да? Глядя на там, нос, чувствуете, как это все там сзади вылеплено. Это приходит с опытом. Чем больше рисуете объем, тем быстрее вы приближаетесь к тому, что вы начинаете чувствовать трехмерность модели. Ну, не только модели, любой формы вообще, абсолютно любой. Так что больше рисуйте, и все будет в порядке. Но вот именно скульптура, лепка сложной формы быстрее приближает вот к этому, о чем вы говорите, к ощущению трехмерности в пространстве объекта. Да? UR5FT, очень часто вижу посты о вступлении в союз художников. Для меня непонятна эта страсть. Для меня тоже. Всегда удивляло, как фэшн стал фэшном без союза. Как Ван Гог, Гоген, Моне, Коровин и так далее жили без союза. Как вы относитесь к этому? Да так же, как и вы. Неужели во всем мире художников строят по ранжиру в союзе или нет? Но вы знаете, это такая уловка. Ну, можно вступить в какой-нибудь союз, все равно на Западе, я слышал, в Америке, ценится, если ты член союза. Там одна знакомая сейчас готовит документы на грин-карту, и она говорит, что это имеет значение. Она вступила, будучи там, в союз. Поэтому, ну и что? Ну, поиграйте в эту игру, если это нужно для какой-то бумажки, чтобы она имела вес. Например, я когда там в Сан-Франциско зашел в галерею или в Париже и предъявил там корочку, на которой написано по-английски что-то там, член чего-то, они сказали, мы такого даже не знаем, извините. Так что я вступал в союз, там, Творческий союз художников России для того, чтобы ходить. Ну, здесь-то пускают. Они скажут, что из-за границы пускают. Ошибка вышла. Не пускали меня, по крайней мере, в несколько галерей. Мастерской, как говорится, не видать. Ну, и она мне, в общем-то, и не нужна, ничего, сам себе построю. Выставки они делают, какие-то делают. Ну, это союз, это же такой межсобойчик. Ну, извините, для тех, кто в союзе. Ну, подтвердите, что там происходит. Приносишь какую-нибудь работу классную, ты всю жизнь над ней работал, они там ручки вяло даже и не поднимают. И она мимо прошла, не проходит. По их мнению, ваша работа на выставку, ваша профессиональная работа, профессионал. Как? Какие-то одни, значит, профессионалы судят других. Ну, бред собачий, мне кажется. Друзья, не забывайте подписываться на канал, помогайте ему лайками, задавайте вопросы, комментируйте. Добрый день, у меня к вам вопрос. Вы пишете темперой. По-сухому, без воды, прямо из тюбика сбрызгивать холст или протирать водичкой не надо. Я пишу по-сухому и акварелью по-сухому. Даже можно щетиной кистью писать акварелью. Наверняка вы не пробовали. Ну, может быть, кто-то и пробовал. То есть касание, опять же, легкое, и получаются такие пропуски интересные. Можно смачивать, можно не смачивать перед темперой. Разница, конечно, будет, но это же и еще дополнительный результат, получается, дополнительный ход какой-то, да, по мокрой бумаге, по сухой бумаге. Так что пользуйтесь разными вариантами, я не смачиваю. Оксана 4904. Назрел вопрос, что делать, когда не пишется. Заставляю себя выйти на пленэр, когда есть время, и погода не подводит, но что-то не идет, восторга нет. Результатом недовольна. Ну вот видите, вам пространство подсказывает, если восторга нет, то и результата нет. Чего тут понимать еще? С одной стороны, вы говорите, не нужно себя заставлять, не нужно, но с другой, всегда в пример приводите Рахманинова, который и кого-то другого, не помню, имени, который говорил, если я день не музицирую. Ну да, ну в общем, он 5 часов в день работал над гаммами. В общем, в этой ситуации что делать?
так как из-за Рахманинова совесть мучает, когда не пишу. А если пишу через силу, то все равно нет удовлетворения. Как выходить из застоя, Оксана? Я убежден, Оксана, что нужно не изменять себе и делать то, что ты любишь. С огромной силой, если это любовь, она просто побеждает все. Я думаю, что Рахманинов так любил музыку, что это доставляло ему удовольствие 5 часов барабанить одно и то же. Это счастье в процессе. Ты любишь, например, ходить. Идешь и не замечаешь, что прошел уже 10 километров. Если у тебя задание пройти каждый день 10 километров, ты будешь с ужасом думать, блин, опять завтра утром вставать и 10 километров шагать, если нет удовольствия. Ну, не идет. Поделать что-то другое, что идет. Мне кажется так, друзья, что скажете? Помогите Оксане выбраться из застоя. Все держится на любви. Внутреннее состояние человека нас подсказывает, что делать. Ну, хорошо, вы идете, например, в зал штангу поднимать, но она там весит, я не знаю, 50-60 килограмм. Это же тяжело, сильно тяжело. Но так устроен наш организм, что мы получаем мышечную радость. Нам хорошо после, какое-то время, протяженное. И в следующий день опять хочется идти в зал. Так и здесь. Сделали хорошую работу, получаете, когда пишете, огромное удовольствие. Потом это не имеет значения. Главное, в процессе вы получаете удовольствие. Но поначалу, когда вы учитесь, естественно, это преодоление. Но все равно же удовольствие есть. Подскажите, друзья, что же вы без удовольствия пишете? Я в это не поверю. Даже если, кто там говорил, Достоевского, или «Ни дня без строчки», кто-то говорил из писателей. Ну и что, строчку написал, но все равно же возникает удовольствие. Удовлетворение, что сюжет, пошла, другая строчка, третья. Ну, если этого нет, то действительно ничего не будет, ничего не сделается хорошего. Я наблюдал студентов в Строгановке, которые пропускали занятия. Для меня пропустить там рисунок или живопись, это было что-то немыслимое. Я искал возможности больше рисовать, и всякие кружки и так далее посещал. Но были такие студенты, которые пропускали, приходили, разговаривали, уходили куда-то, то есть лишь бы задание сдать. Но если вы из их числа, во что я не верю, ну, может тогда поискать что-то другое любимое занятие. Его нужно просто найти и отдаваться ему целиком, любимому делу. Нужно исходить из жажды. Если ее нет, то никто вас не заставит, я не знаю, каши, как дети в каше ковыряют, он не хочет есть, у него нету аппетита. Ну, он сыт. Ковыряет, он не будет есть, если... Как ты его заставишь? Насильно, что ли, запихивать? А если вы любите сильно живопись, то пишите. Есть элемент преодоления, когда через вот эту нервозность, может быть, возникающую, когда вы пишете, ну, не получается. Вы идете дальше, и через какое-то время вы находите то, что, ну, вот какую-то дорогу, когда начинает выходить. Но это просто нужно терпеливо ждать. Но ведь в деле вы ждете, вы же получаете все равно радость, когда вы прогрызаетесь вот через эту скалу сложности, непонимания. То, что я могу, я объясняю на классах, и видеоуроки посмотрите, там должно быть все понятно в голове. Да, забывается потом, такое случается. Все вроде бы понятно, когда там, я пишу или рассказываю, показываю, а потом, когда вы один на один с натюрмортом или с пейзажем, все тут сразу забывается. Это вопрос практики. Понимание должно пропитаться, вы должны этим пропитаться составом, тогда будет все налажено. Предлагаю посмотреть видео после всего этого, 712-я, живопись на лодочной станции. Будет интересно.